Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать вот такую красивую блузу. Не иссякает фантазия дизайнеров вязаной моды. Эту блузу я нашла в одном европейском журнале, даже название сейчас не помню. Замечательный, радующий взгляд, цвет сирени, впечатляющий ажурный узор в виде вертикальных дорожек. Ну что еще для счастья надо? Счастье вязальщицы. Согласитесь, очень красивый, интересный, такой ласкающий взгляд джемпер с короткими рукавами на лето. Будем мы сегодня его внимательным образом рассматривать, как вязать. Я составила описание на размерчики 42, 44, 46, 48 и 50, 52. Очень мне нравится этот узор. Сегодня мы его с вами свяжем. Вы детально посмотрите, что он из себя представляет. Итак, начнем сегодняшний наш видеопроект с выбора пряжи. Сегодня предлагаю вам несколько вариантов пряжи, замечательной летней пряжи турецкого производства. Итак, смотрим. И, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. Так видео попадает в вашу папочку понравившихся. Девочки, для вязания этого красивого топа я предлагаю пряжу Этрофил Амигуруми. По итальянской лицензии выполнена пряжа. Цвет у нас очень красивый, сиреневый, 70-671. Метраж 50 грамм, 145 метров. 60% хлопок, 40 акрил. Шикарная пряжа, вы видите, какая ниточка. Просто очень хорошо из нее вязать. Тугая скрутка. Такая приятная, шелковистая немного пряжа. Так, спицы у меня 3,5. Наш узор не менее прекрасный, чем сама пряжа. Получается очень красивый, девочки, узор, как видите. Необычный, вертикальный такой. Будет стройнить фигуру. Красивый получается, очень рельефные такие ажурные, ну, я даже не знаю, как сказать, вертикальные полосочки, да, как это, девочки, характеризовать. Столбики такие интересные, да, мне очень нравится. И вяжется так легко, знаете, прям легко-прилегко. Всего 7 петель составляет раппорт узора. В общем, это просто эстетический шок. Так. Давайте сейчас покажу вам альтернативу для данной пряжи. Если у кого-то не получится купить Этрофил, есть, конечно же, у нас похожие пряжи. Ну, фаворитом этого сезона почему-то у меня стали вот эти два варианта. Этрофил Пумуклу Бэби, тоже итальянская лицензия используется. 100 грамм 260 метров, чуть она, наверное, плотнее, хотя визуально, знаете, одинаково выглядят. Вот эти две ниточки, видите, у них толщина одинаковая, да? Не вижу разницы. Так, дальше. Alize Cotton Baby Soft. Шикарнейшая пряжа, шикарнейшая. В метраже у нее... Так, ну это полухлопок тоже, понятно, да? Они все полухлопок. 100 грамм 270 метров. Просто великолепнейшие варианты пряжи, потому что цвета такие роскошные, девочки, такие, знаете, прям нежные цвета. Затем мне нравится пряжа Alize Cotton Gold. Она самая дешевая, но у нее другая выработка. Она будет более такая, знаете, трепишная, что ли, меньше скрутки у нее. Вот эта пряжа более богата и выигрышно смотрится за счет того, что у нее тугая скруточка. У нее еще такой характерный вискозный блеск, девочки. Она прям косит под вискозу, реально вам говорю.
Наверное, стоит ей отдать предпочтение. Это мое личное мнение. Так, ну, зато эта пряжа наиболее экономичная. Так, что у нас еще? Два варианта есть еще. Ярнард джинс. Хорошая пряжа, полухлопок тоже. Цвета, вот, например, сиреневый цвет у меня номер 72, да? Красивый тоже цвет. И то же самое составляет пряжа Газал джинс. Тоже полухлопок, в 50 грамм у нас, видите, 170 метров. Но она все равно по толщине будет такая же. Тоже полухлопок. Вот там написано 58% хлопок. Так, ну вот такие вот варианты вам могу предложить. Все попадете в плотность. Все, здесь в основном все решает номер спиц. А номер спиц у нас 3,5. Так, а теперь, мои дорогие, смотрим схему красоты. Схема узора выглядит вот таким образом, девочки, у нас. Раппорт составляет 7 петель в ширину и 20 рядов в высоту. Мы свяжем сегодня этот узор. Смотрите, вертикальная черточка – это лицевая петля, горизонтальная – это изнаночная петля, кружок – это накид. И вот эти вот галочки, перевернутые вниз, вот эта галочка 2 вместе лицевой с наклоном вправо, и эта галочка 2 вместе лицевой с наклоном влево. Все. Вот такие простые здесь условные обозначения. У нас есть выкройка. Родная выкройка из журнала. Немножко у нас будут сегодня тут видоизменяться. Ой-ой-ой. Будут видоизменяться вот здесь ширину. Я сделала другую. Тут прям что-то было очень, очень узкое. Вот. Но тоже будем вот таким с вами вязать с расширением полотна. Тоже у нас будет такой же скос формироваться. По спинке будет вот такой вырез. Единым полотном таким закрывается, да, без всяких закруглений. И глубину мы не делаем по спинке выреза. Вот. В общем, все нюансы учтем. Вот такое описание я уже составила и выложила его под видео, девочки. Для вашего удобства вот такое у нас будет сегодня использоваться описание. Так, вяжем мы основной узор спицами 3,5, а резинку спицами 3. Ну и все нюансы я проговариваю в расчетной части. После того, как свяжем мы с вами образец, сделаем расчет плотности этого образца и уже с использованной плотностью, ну, посчитанной, будем составлять вот это описание. Я расскажу, ну, откуда что берется, откуда петельки берутся. Для вязания узора я набрала 37 петель. Раппорт узора у нас 7 петель в ширину. То есть у меня получилось, девочки, 5 раппортов по 7 петель, плюс 2 петли для симметрии я сделала, крайне левые, 2 изнаночные, и еще плюс 2 кромочные. И вот получилось 39 петель. Так, 39 петель вместе с кромочными. Итак, вяжем первый раппорт, показываю. Кромочная, 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, раппорт связан, 7 петель мы связали. Повторяем второй раппорт. Снова 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Связали второй раппорт. Итак, повторяем опять раппорт третий. 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, снова накид. Следующий раппорт 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Ну и давайте пятый свяжем раппорт, 2 изнаночные, накид,
2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, и для симметрии 2 изнаночные мы вяжем в конце каждого ряда, кромочные тоже изнаночные. Переворачиваем, все четные ряды вяжем по узору и при этом накиды вяжем изнаночными петлями. Смотрите, девочки, сейчас у нас по схеме идет 3-й ряд, и он будет такой же, как первый вязаться, один в один раппорт повторяется. 5-й ряд точно такой же, как первый, то есть сейчас вы вяжете 3-й и 5-й ряды самостоятельно, повторяя первый ряд один в один. Итак, у нас 7-й с вами ряд. Связали мы 3-й, 5-й, так же как первый. Вяжем 7-й ряд. Кромочную сняли, раппорт 2 изнаночные и 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Все, раппорт связан. Второй раппорт также вяжем 2 изнаночные, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И далее продолжаем вязать, девочки, таким образом до конца ряда. У нас 9-й ряд, девочки, вяжем следующим образом узор. Кромочную снимаю я, затем вяжем раппорт 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, девочки, вправо сейчас вяжем. Я бабушкины петли вяжу, поэтому меняю петельки так, чтобы у меня вторая поверх первой была накидана, вяжу 2 вместе одной лицевой. Затем делаем накид, лицевая, снова накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Раппорт связан. Второй раппорт также вяжем 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, меняю петельки местами, вторая поверх первой, 2 вместе вяжу. Накид, лицевая, накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Продолжаем вязать до конца ряда раппорты. Следующие, смотрите, девочки, 11, 13, 15, 17 ряды вяжем точно так же, как сейчас вязали 9 ряд. То есть еще раз показываю этот же самый раппорт. Кромочная, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Все, раппорт связан. Продолжаем вязать. В 19 ряду встречаемся. Итак, девочки, я связала 11, 13, 15 и 17 ряды. Сейчас у нас 19 ряд. Мы вяжем следующим образом. Кромочная, 2 изнаночные, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Раппорт связан. Второй раппорт также 2 изнаночные, 5 лицевых. Вяжем таким образом до конца ряда. Наш узор связан, девочки. Сейчас наша задача сделать влажную тепловую обработку этого образца, чтобы посчитать плотность вязания. Итак, горячим паром обдаем наш образец. И тянем его энергично. Расправляем, еще повлажнее сделаем, давайте. Обращаем внимание на наши кромочные, их надо выпрямлять. Они у нас тоже участвуют в узоре, в расчете плотности. Расправляем узор и даем ему высохнуть. Наш узор, девочки, высох. Давайте сейчас возьмем простую линейку и будем измерять ширину полотна.
измеряем ширину. Вместе с кромочными у меня получилось вот 20 сантиметров. 39 петель я набирала. Разделить на 20 сантиметров 1,95. Давайте запишем эту плотность. Можно, конечно, округлить до 2. В 1 сантиметре 1,95 петель. Второй показатель нам понадобится вертикальная плотность. Мы для этого измеряем высоту нашего образца. 17 сантиметров у меня высота образца, и надо посчитать, сколько рядов участвует в узоре. У меня связано, девочки, ровно 2 раппорта по 20 рядов. Да, получается 40 рядов и 17 сантиметров мы только что с вами измерили. И теперь давайте, значит, 40 рядов разделить на 17 сантиметров. Плотность у нас получается по вертикали 2,35. Запишем такую цифру тоже на листочек, чтобы не забыть. В 1 сантиметре 2,35 ряда. Теперь с этими цифрами сейчас будем составлять описание вязания. Девочки, сегодня мы будем строить расчеты по такой выкройке. Это выкройка родная от этой модели из журнала. Но у меня другие будут мерки. Ну, в принципе, вот конструктивно, да, вот так, а расчеты другие. Смотрите, для 42-44 размер российская я беру вот здесь по объему, по резинке 48,5 сантиметров. И это при нашей плотности 1,95, практически 2, да, умножаем 48,5 на 1,95 плотность, получаем 95 петель. Второй размер 46-48, и у нас здесь будет 53 сантиметра. Здесь я также умножил на плотность, получил 102 петли. И третий размер 50-52, 56 сантиметров здесь и 109 петель получилось. Как распределяем узоры? Резинку мы вяжем спицами на пол размера меньше, то есть номер 3 берем. Высота резинки 10 сантиметров. Резинку можно вязать любым способом. 1 на 1, 2 на 2. Вот в оригинале связано 2 на 3, то есть 2 лицевые и 1 изнаночная. Вот, вы по своему желанию здесь немножко скорректируйте количество набранных петель в зависимости от той резинки, которую вы выберете, да, для нижней планки. Итак, распределение узоров у нас раппорт составляет 7 петель плюс 2 петли для симметрии мы должны взять, поэтому, значит, для первого размера это 13 раппортов по 7 петель, 2 петли крайне левые для симметрии плюс 2 кромочные. Для второго размера 14 раппортов, также 2 петли изнаночные для симметрии крайне левые плюс 2 кромочные. И третий размер это 15 раппортов по 7 петель, плюс 2 петли для симметрии и 2 кромочные. Понятно, да? Так, и сразу же, когда вы перейдете от планки к узору, свяжите первый ряд, да, и надо будет сформировать скос. Скос будет у нас такой небольшой, всего будет прибавляться с двух сторон по скосу по 4 петли. По 4 петли. То есть всего 8 петель. То есть вот к этим нашим петелькам мы еще должны для ширины, вот здесь, для красоты, так скажем, прибавить 8 петель. Так. Прибавки будут идти на высоту 52 ряда, то есть это 22 сантиметра. 22 сантиметра я умножила на нашу плотность по вертикали. Мы ее посчитали в 1 сантиметре 2,35 ряда. Вот на эту плотность мы умножили и получили 52 ряда. И теперь мы 4 петли, которые будем на все размеры прибавлять по скосу, 52 разделить на 4 получается 13. То есть прибавки будут равномерны в каждом 13 ряду. Я беру общую высоту изделия 56, 57, 58 сантиметров. Это длина наша будет в зависимости от размера.
Пройма у меня будет составлять на первый размер 18 сантиметров, на второй размер 19, на третий 20 сантиметров. Вот эта величина, высота проймы. Скос плеча составляет у нас на все размеры 6 сантиметров, и я перевела в ряды, это 14 рядов. То есть я 6 умножил также на нашу плотность по вертикали 2,35 и получила 14 рядов. Значит, на вырез горловины по нашей плотности 26 сантиметров. Если 26 мы умножим на плотность нашу по горизонтали 1,95, мы получим 51 петлю. Да? Вот я ее выделила на первый размер. На второй я сделала 52 петли, поскольку у нас участвует четное число. Четное. И на третий размер тоже у меня нечетное 50, тоже количество, 51 петля. И все, что осталось, это у нас петли плеч. Первый размер 26, второй 29 и третий 33 петли. Их надо закрыть на высоте 6 сантиметров по последовательности. Закрытие петель у меня в описании под видео выложено. В общем, одним разом мы закрываем с вами 5 петель. Ну, в общем, все это есть. Я сейчас не буду об этом говорить. Расчет там несложный. И затем последовательно в каждом втором ряду идут у нас закрытие 7 раз по 3 петли. Одним разом вот закрываем вот в первом случае 5 петель, затем 29 отнять 8 петель, и третий размер, по-моему, 12 петель, и затем в каждом втором ряду по 3 петли 7 раз закрываем. И в итоге у нас остается вот это количество петель, которые мы тоже закрываем одним рядом, самым последним, и все. Это вырез горловины по спинке. Перед вяжется так же, как спинка, и только более глубокий вырез у него вот такой, да, на высоте 9 сантиметров у нас формироваться начинает, то есть глубина выреза 9 сантиметров. И как сформировать этот вырез, я тоже рассказываю в описании под видео, девочки. Берется закрытие, в начале средние петли закрываются у нас с вами 31, 32 и 31 петли закрываются по центру. И затем обе половинки вяжутся раздельно, и закрытие идет уже для закругления вот этого красивого. Я рассказываю в описании под видео, читайте там последовательность ваших действий. Вот. Ну, в принципе, модель несложная, да, как вы поняли. Все подробности я в описании постаралась, ну, как бы объяснить. Нам надо будет затем обвязать вырез горловины на круговых спицах после того, как сошьем плечи, да. Это будет такая у нас планочка, приблизительно 6 рядов в высоту, лицевая гладь обычная. И также по пройме тоже рекомендую сделать такую же обвязочку лицевой гладью. Она будет немножко так закручиваться, валиком будет красиво смотреться. Можно использовать небольшую резиночку, например, 1 на 1, да, тоже обвязать такую небольшую, сантиметр 1,5-2 в высоту планочку. Ну, то есть это отделка по вашему, девочки, по вашей фантазии, по вашему желанию. Включайте творческую свою фантазию, интуицию, да, что кому нравится, тот, кто и должен сделать со своей красивой маечкой. Итак, мои дорогие, я желаю вам удачи и, в общем-то, до новых встреч.